Доброе утро, ребята! Сейчас 3:30, как-то мне не спится, и я решила покушать. Почему бы и нет? В общем, вот такой у меня очень-очень ранний завтрак. И я как бы вроде и спала, но вроде не спала, постоянно проверяла телефон на время. Меня просто мания того, что я всегда опоздаю куда-то или просплю, поэтому решила встать за полчаса раньше. Почему бы и нет? В общем, тут все как обычно, да, стоит объяснять, не знаю. И здесь у меня яичница из 2 целых яиц и 2 белков яиц. Так что сейчас покушаю, не спеша, никуда не надо спешить. И буду садиться за свой трон. Ну что, я нанесла сейчас второй слой, стало гораздо темнее. Кстати, вот это вот сооружение у меня на голове, это мои кудряшки, которые как бы я создала такой эффект бигудей, просто накрутила и прицепила все кудряшечки с помощью заколочек. И потом уже, наверное, когда сделаю макияж, я их всех раскрою, и будут волны более такие видимыми. Ну, в общем, не знаю, как посмотрим, как получится, потому что у меня обычно не очень получается крутить волосы, вот эти вот накладные на клипсах, как-то не очень они берутся. Но я насмотрелась, короче, куча туториалов на YouTube, как это все делать, поэтому надеюсь, все получится. Привет, ребята! В общем, я собралась, как вы видите, мы сейчас на заправке, хочу себе купить кофеечек, Дима, вернее, пошел. Как-то боюсь выходить в таком виде. В общем, я уже вся при параде. Мне кажется, вот эта вот заколка лишняя, слишком много всего, поэтому, наверное, скорее всего, я ее сниму. Нацепила себе ногти. Кстати, настолько удобно, настолько быстро и просто. В общем, красота, короче говоря. Так что с волосами у меня как бы так, как бы сказать. В общем, мои плохо смиксовались с этими накладными в плане того, чтобы плойка это все равномерно взяла. Ну, я думаю, там я еще взяла с собой плойку, утюжок, и что-то там еще придумаю, подокручу. Ну и как бы все, я полностью застелила сиденье, чтобы там ничего не попачкать. Хотя грим на самом деле не сильно пачкается, он какой-то даже оранжевый немного. Ну, так обычно всегда и бывает, если на дневном свете смотреть. Так что мы сейчас едем, сейчас у нас 7:15. Приедем чуть раньше, конечно же, и я хочу там фотографии поделать, немножко видео, ну, такое как бы, пока я не слишком вспотевшая, потому что, блин, дезодорантами нельзя ничем пользоваться. Сейчас уже попью кофе и потом уже накрашу губы, и никакого волнения, в принципе, нет, ну, это пока что. Там уже посмотрим. Вроде бы макияж получился неплохо. Я старалась сделать лицо не слишком темным, ну и затемняла вот эти все участки больше какими-то румянами или бронзером. Ну, вроде бы так однородно получилось. В то же время лицо, опять же, не сильно темное. И с волосами, в общем, гармонирует. Ну да, вот эту заколку, мне кажется, надо ее снять. Вот так, мне кажется, как-то лучше. Да, то слишком как-то наляписто. Зоне, и здесь как будто еще одна зона. Представляете, вот это все место для пампа, то есть тут даже скамья стоит, гантели, грифы, обалдеть, как все продумано. Мне, кстати говоря, дали уже номерок, и я сейчас только что нанесла один слой финальный. Хорошо, что его нанесла, действительно стало как-то потемнее. И мой номер 144. Юху! Веду репортаж с места событий. Там бикини в самом конце, получается, будут, поэтому выходить еще не скоро, может быть,
через часик. И на самом деле сегодня будет уже понятно, примерно понятно, какое место я могу занять, потому что когда выходят все девочки в бикини, всех потом начинают вызывать на call-out, ну как бы сравнение, да. И главное оказаться в центре. Вот если в центре окажешься, если будут потом перемещать, то это уже получается там первое, второе, третье, четвертое, пятое место. То есть, ну как бы обычно так бывает. Поэтому главное попасть, во-первых, в первый коллаут, и чтобы попасть к центру. Так что так уже будет более-менее понятно, что все хорошо, хотя бы так. Я, кстати, за это время скушала 2 хлебца уже с арахисовой пастой. Стараюсь есть их хотя бы каждые 2 часа. То есть хлебец и где-то ложечка столовая арахисовой пасты. Ladies, face the curtains. Please face forward. You look beautiful, ladies. I'll see you in the finals. Thank you. And 143 straight. 141! Go 141! 141! Yeah, 141! 141! You got this! Ladies, face forward. 147 and 143 straight. Так, ну что, я уже дома смыла себе косметику, такая белокожая. Мы еще, наверное, час искали нашу машину на парковке, потому что там нереальное количество машин. Мы что-то как-то не догадались посмотреть, где мы ее вообще оставили. Пока нашли, я шла, блин, чуть там вспотела, кошмар, короче говоря. Наверное, ближе к вечеру так чуть-чуть как бы ополоснусь или что. Потом еще все равно надо будет наносить еще один слой.
Что вам сказать? Я не расстроена, я не злая, вот в том-то и дело, что самое интересное, у меня какая-то вот пустота, у меня никаких эмоций нет вообще. Я очень ждала этих соревнований, готовилась, там все до мелочей выбирала, вы это все видели. Мне было так интересно позировать, снимать себя на видео, выставлять это в Инстаграм, там на канал. И в том-то и дело, что это мне нравилось. Не знаю, как-то медийно проявляться, что ли. Но когда я вышла на сцену, у меня не было какой-то тряски, то есть меня не трясло, у меня не колотилось сердце, ничего такого не было. Я даже не смогла толком улыбаться. Я еле-еле натягивала улыбку, если честно, потому что у меня была такая усталость. В моей голове все время было: скорее бы это все закончилось, скорее бы, я хочу домой, я хочу отдохнуть, я устала, в общем. Дима фотографировал, снимал видео, я так пару мельком глянула это все. Я вообще не понравилась себе на сцене, я какая-то другая, я не ожидала, что я... как-то я не смотрюсь там, то есть я как-то выделяюсь из этой толпы и не в сторону, может быть, худшую, а в сторону как-то более обычного человека, что ли, как-то так. Да, многие говорят, что я там какая-то не мышечная для бикини, но мне нравится быть такой. Сейчас, наверное, пойду разогрею себе кушать, потому что тут прием пищи у меня остался. Как я вам говорила, там я ела 2 хлебца с арахисовой пастой, и из тех конфеток я съела, может быть, 6 маленьких штучек. Как-то они мне даже не шли, если честно. Так что у меня та упаковка стоит, я, наверное, ее завтра как-то немножко доем. Не хочется есть совершенно. Я имею в виду гадости такие. И буду сейчас просто лежать и отдыхать. Это все, что я сейчас хочу, честно. Доброе утро, ребятки. Мой завтрак и 5:30 практически. Сегодня не так рано хотя бы встаю, потому что нет смысла. У меня волосы будут сегодня прямые, ничего не буду крутить, мучиться, так что все пойдет гораздо быстрее. И начну с макияжа. Да и все, очень быстро сегодня буду собираться и будем выезжать. Я долго не буду потом есть эту арахисовую пасту, потому что она у меня уже в печенке. Так, скоро будет фигур тетеньки, а потом уже бикини. Так что осталось не так уж и много ждать. Хочется уже поскорее. Ну что, ребят, я уже дома, как вы заметили, все смыла с себя, смыла хотя бы немножечко грима, но еще он будет долго смываться. Съела одну твиксулинку, и мне прям так стало хорошо, прям вот, как вы писали, шоколад пошел по венам, прям в
торкнуло, действительно. Чего-то тут не хватает, да? Чего-то не хватает. Кубка какого-то, наверное, да, не хватает? Но дело в том, что мне вам нечего показать, потому что я не заняла никакое место. У-ху! В последнем выходе в новис категории, девчонки, которые только соревнуются, я вам говорила, что в моей ростовой категории, D категории, было 4 девчонки всего. Если помните, я предполагала, что я займу 3-е место. И девчонка темнокожая, она вообще взяла overall, то есть она везде первая. Вторая девчонка, она, кстати, русскоязычная, она прошла в топ-5 в Open, и я тоже была уверена, что она, ну, там тоже второе, наверное, или первое займет. И когда мы уже стояли перед выходом, все 4 человека к нам подошли с организации и сказали, что извините, девочки, но у нас всего лишь 3 кубка, и, ну, вот 144 номер, извини, но ты не проходишь в тройку. Ну, ты можешь, конечно, выйти, там, отпозируй, но... извини, для тебя нет кубка. И я догадывалась, что будет так, просто меня немножко вот эта ситуация удивила, что мне вот так вот перед выходом как бы говорят это все. На самом деле турнир меня этот очень удивил. Я ожидала большего масштаба, я ожидала больше людей в категории, я ожидала, что это будет как-то посправедливее, что ли, и я эмоций ожидала от других. Если бы вы спросили, стоило ли оно того, однозначно нет. И если бы вдруг можно было вернуть время назад, то я бы просто не развешивала уши и не верила всем подряд, что это там такой классный турнир, там столько участниц, да ты вообще там самая крутая, там куча спонсоров, тебя обязательно заметят. Я могу посчитать на пальцах популярных выступающих бикини, мэнс-физик и так далее, которые успешны в интернете, они популярны. Все остальные выступают для себя, как бы это просто хобби у них. Если они получают удовольствие, отлично, я этого не получила. Но за весь этот период, когда я готовилась, сколько там, 6 месяцев, 6, я очень поняла свое тело. В конце концов, я добилась тела, которого у меня никогда не было. И это мой приз. И я специально сделала много фотографий, роликов, чтобы смотреть и видеть, какая я в лучшем состоянии. А может быть, даже это будет меня мотивировать, чтобы дальше как-то усовершенствоваться, но не для того, чтобы выходить потом на сцену и меня сравнивали. Я для себя и для своего мужа хочу быть лучше. Но в то же время я рада, что я попробовала это. Это, знаете, вот как такая вот галочка у меня в голове. Я хотела это проверить изнутри, я это проверила и поняла, что это не для меня просто. Кому-то это подходит, кому-то нет, каждому свое. Так что, ребятки, наверное, буду закругляться на этом видео. Оно получится очень длинным, потому что я все-таки решила соединить 2 этих дня, чтобы закончить эту эпопею с этими бикини выступлениями. Будем приходить в форму, буду восстанавливаться. Нет цели как-то нажираться сейчас, если честно. Вот у меня эта упаковка Twix лежит. Может быть, я парочку штучек съем, а все остальное съест Дима. Буду потихонечку вводить те продукты, от которых отказывалась. Возможно, еще парочку влогов правильного питания сниму, как это будет, но с каким-то промежутком времени, потому что хочется морально немножечко отдохнуть. Надеюсь, вы понимаете. Также у меня в планах продолжить снимать что-то такое лайтовое на свой канал, там, допустим, домашние тренировки, рецепты какие-то, потому что вот эта вся эпопея с бикини вот тут уже у меня, и я думаю, немногим моим подписчикам это тоже может быть интересно. Так что эту эпопею мы заканчиваем с вами. Я счастлива, что это закончилось, правда, и слава богу, слава богу. А мой Дима как счастлив этому, что это все закончилось. Ух! В общем, спасибо еще раз за вашу поддержку, и встретимся с вами в следующем видео. Пока!